Когда малыш не может справиться со своими эмоциями, родитель помогает ему их пережить. Он успокаивает, выслушивает, объясняет, что малыш сейчас испытывает. Мне кажется, что ты очень расстроен и даже злишься, обижен. Хочешь, мы поговорим об этом? Наша основная задача – дать ребенку выговориться, безоценочно, без критики. Здравствуйте, друзья! Как правильно контейнировать эмоции ребенка? Что такое контейнирование? Как помочь ребенку справиться со своими эмоциями? Мне кажется, что я говорю про эмоциональную регуляцию очень много. И такой термин, как контейнирование, он на самом деле очень понятен. Он пришел к нам из теории привязанности. И, дорогие родители, вы уже умеете это делать. В этом слове, за ним, заложено всего лишь то, что делает любая мама бессознательно. Когда малыш не может справиться со своими эмоциями, родитель помогает ему их пережить. Он успокаивает, выслушивает, объясняет, что малыш сейчас испытывает. Этот прием используют родители, для которых в отношении с ребенком очень важна эмпатия. По сути своей, контейнирование – это вбирание в себя эмоций ребенка и помощь в их переживании. Вот и все. Родители, которые сознательно подходят к воспитанию ребенка, и так всегда это делают. Они жалеют ребенка, находятся рядом с ним, когда ему трудно. Они помогают ему переживать любую эмоцию. Давайте я приведу вам примеры контейнирования в разном возрасте, а вы сможете соотнести, как вы сами поступали или поступаете со своим ребенком, помогаете вы ему переживать эмоции или нет. Например, мама проявляет заботу и внимание к потребностям младенца. Младенец – это малыш от рождения до годика, до конца первого года жизни. Он еще не разговаривает, но мама с ним уже говорит. Она объясняет малышу, что с ним происходит. Кто у нас проснулся? Солнышко проснулся. Какое солнышко веселое, радостное. Сашенька улыбается. Или Сашенька заплакал, он испугался. Мама здесь, мама рядышком. Мама погладит, все будет хорошо. Мама помогает малышу справиться с идущими изнутри ребенка переживаниями неудовлетворения или удовольствия. Она берет на себя его эмоции, она берет его на руки, если ребенок плачет, укладывает, если он не может заснуть или из-за перевозбуждения. Она кормит, если малыш проголодался, ребенок кряхтит, потому что никак не может достать какую-то игрушку, он еще не умеет переворачиваться. Мама подходит и говорит: ты мое солнышко, не можешь достать, поэтому кряхтишь, расстраиваешься. Мама берет его эмоцию на себя, эмоцию, которую он пока не понимает. Он ощущает лишь недифференцированное возбуждение и дискомфорт от неудовлетворенного желания. Но мама ему все объяснила и помогла переварить эту эмоцию. Ну и дала, например, игрушку. Таким образом мы знакомим ребенка с эмоциями в очень дружелюбной, доброжелательной среде. И как вы видите, даже грусть, злость, обида – это те эмоции, которые мама может переработать и сделать их приемлемыми, разрешить их проявлять, валидировать их. Ребенок растет. Так, например, у нас ребенок 3-4 лет, он уже ходит, у него уже есть свои собственные желания, мнения, он отказывается уходить с прогулки. Ну, естественно, что у нас там бывает, да, истерика, крик, не хочу, не буду, уйди. Что говорит мама? Я понимаю, ты хочешь еще погулять, но нам пора домой. Я понимаю, ты злишься, но мы поедим, отдохнем и снова вернемся после сна и будем гулять. И если ребенок не прекращает кричать, да, если он там заводится, да, мама просто берет его под мышку и уносит. Это тоже контейнирование. Мама объяснила ребенку его чувства и переживания,
Да, для него эти чувства и переживания оказались чрезмерными. Они захлестнули его с головой. Да? Он заходится уже в крике, поэтому он не прекращает кричать. И мама ограничивает его пространство. Она помогает ему справиться с этими эмоциями, с тем, с чем он уже сам справиться не может. Да, чем старше ребенок, тем сложнее это происходит. И, например, контейнированием является просто, когда вы подходите, обнимаете своего ребенка, когда он не может справиться со своими эмоциями, захлебывается, и успокаиваете его. И здесь я сейчас говорю только исключительно про эмоции, которые по шкале выраженности эмоций относятся к 8-10 баллам. Про шкалирование, про то, как осознать степень выраженности эмоций у своего ребенка, вы можете посмотреть в других моих видео. Это тоже очень интересно. Кстати, да, навык шкалирования, он относится к навыку эмоциональной регуляции. Посмотрите, пожалуйста, видео по эмоциональной регуляции. Ну что ж, ребенок растет, и теперь он уже первоклассник. Он приходит из школы, он огрызается, есть не буду, бросил портфель в угол, надулся, сидит, да, явно видно, что злится, расстроен, обижен. Мама может сесть рядом и может озвучить за него то, что он испытывает. Похоже, что ты очень расстроен, ты не разговариваешь, ты отказываешься есть, надулся, сел в углу. Мне кажется, что ты очень расстроен и даже злишься, обижен. Хочешь, мы поговорим об этом? А дальше все зависит от того, хочет ребенок разговаривать или нет. Если да, то дальше мы применяем метод активного слушания. Мы стараемся не реагировать эмоционально, что бы нам ребенок ни говорил. Наша основная задача – дать ребенку выговориться безоценочно, без критики. Да, а что было дальше? А потом что? Похоже, вы действительно перестали быть друзьями. Как ты думаешь, может быть, у вас есть шанс примириться? Ну, например, когда эмоции немного улягутся. Нет, да? Ну что ж, так тоже бывает. Чем я могу тебе помочь, чтобы ты смог легче пережить то, что сейчас происходит? Хочешь, я сделаю тебе чай, блинчиков напеку? Знаете, даже если ребенок в самом начале отказывался с вами разговаривать и отказывался есть, например, да, после этого диалога на чай с вами он согласится. Активное слушание – это прекрасный метод. Посмотрите, пожалуйста, как правильно проводить эту технику активного слушания. Прекрасный рабочий метод. На этот счет у меня есть видео, так что посмотрите. Но если же ребенок отказывается разговаривать, вам может помочь самая простая фраза. Я вижу, что тебе очень плохо, но если ты не хочешь говорить, я не знаю, чем тебе помочь. Просто знай, я рядышком, и в любой момент я готова тебя выслушать. Я здесь. Иногда нам так важно знать, что просто кто-то есть с нами рядом, и, возможно, после этой фразы ребенок передумает и начнет с вами общаться. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Я всегда очень рада обратной связи. Пишите, про какие еще особенности поведения детей вы хотели бы узнать. А для специалистов я делаю такой небольшой анонс сейчас в конце каждого видео и говорю о том, что я готовлю запуск своего сообщества в группе Instagram именно для педагогов, психологов, которые работают в образовательных учреждениях. И в этой группе мы с вами будем обсуждать разные техники, методы и аспекты работы педагога-психолога в школах, в детских садах и в училищах, колледжах, институтах. До новых встреч, подписывайтесь на мой канал и до свидания.